В этом видео мы сделаем крутой стол из эпоксидки, дерева и шишек. Я поделюсь небольшим лайфхаком и покажу, как существенно сэкономить при работе с эпоксидкой. Приятного просмотра. Столешница будет сделана из двух таких вот досок. Сейчас такой материал стало модно называть слэбами. Но в моем случае это скорее полуобрезные доски, так как слэб подразумевает под собой продольный спил цельного участка ствола. Ладно, образовательная минутка закончилась, и мы уяснили, что не все то слэб, что дерево. Вообще, такие столы – это не совсем классическое столярное изделие. И поскольку на досках остается естественный край, это подразумевает наличие и других естественных особенностей, сучков и прочих дефектов. Их я специально оставляю и постараюсь максимум подчеркнуть. Тут работает принцип под названием «чем хуже, тем лучше». А для того, чтобы добавить еще больше естественной природы в изделие, мы с напарником отправляемся в ближайший лес и собираем шишки. Конечно, собранные шишки довольно влажные, что не очень подходит для заливки эпоксидкой, поэтому кладем их в печь и оставляем так на пару часов. А пока шишки доходят до кондиции, мы занимаемся подстольем. По уже сложившейся традиции, подстолье за меня сделали еще в советское время. Конкретно этот стол был сделан в 1977 году и чувствует себя замечательно. Практически все мои проекты со столами – это переделка советской мебели. И для себя я вывел одно простое правило. Если стол сделан из массива, добро пожаловать на переделку. Столешница нам не пригодится, поэтому удаляем ее. А все остальные составляющие разбираем, шлифуем и красим. И пока открашенные элементы сохнут, приступаем к самому интересному. На фанеру, заранее проклеенную скотчем, располагаем заготовки. Фиксируем их в законное место и с обратной стороны все места, через которые может убежать эпоксидка, промазываем герметиком. Для этих целей подойдет практически любой герметик, я использую универсальный. А теперь нам надо соорудить хитрую опалубку. Делаю это для того, чтобы поделиться интересным лайфхаком. Дело в том, что на YouTube полно крутых и очень масштабных проектов. Люди с большим интересом смотрят их, воодушевляются и, конечно же, хотят попробовать сделать что-то самостоятельно. Но чаще всего авторы не говорят, во сколько обходятся столы с такими вот объемными заливками. А обходятся они очень дорого. И узнав цены на расходники, желание поэкспериментировать чаще всего пропадает. Именно поэтому я стараюсь делать проекты более или менее пригодные в реальной жизни. И вот очередной лайфхак в студию. В основу я заливаю самую дешевую эпоксидку. Она в 2,5 раза дешевле крутых составов. Ровно во столько мы и сможем сэкономить наш бюджет. Этот состав называется ED20, и по сути это самый бюджетный вариант, которым можно что-то залить. Работать с этой смолой – сомнительное удовольствие. Но в данном случае ее свойства и внешний вид не имеют никакого значения. Немного позже вы поймете почему. Но пока первый слой не схватился, раскладываем уже сухие шишки. Никаких правил тут нету. Единственный совет, который я могу дать, так это раскладывать шишки таким образом, чтобы середина шишки была в уровне со столешницей. И после финальной обработки получится так, что срез шишки будет ровно посередине, и картинка получится максимально эффектной. Вообще, дорогие составы не просто так дорогие, и вот вам наглядный пример. Если вы зальете слой более 1 см дешевым составом, вот что произойдет. Состав жутко нагреется, закипит и в итоге растрескается. Сломает опалубку, покрутит столешницу и напрочь убьет желание заниматься эпоксидкой. В итоге первый слой выглядит просто ужасно, так как смола очень густая и все пузырьки остались на поверхности. Но это абсолютно не важно, потому что этот слой мы скроем под уже тонким слоем хорошего состава. Подкрашиваем 1,5 кг смолы черным красителем и, не боясь, что состав закипит, спокойненько переделываем опалубку. В итоге внешний слой будет выглядеть отлично, а первый слой по сути являлся заполнителем. Финальный слой я заливаю с небольшим запасом, так как смола при застывании дает небольшую усадку. А для того, чтобы запас не растекся по всей столешнице, я делаю небольшой бортик из герметика. И начинаем скрывать следы преступления. Смола высохла, и мы можем оценить промежуточный этап. Идеи проектов я что-то придумываю сам, что-то советуете вы в комментариях, а что-то я подчеркиваю из YouTube. Исходя из опыта, скажу, что на англоязычном YouTube вероятность встретить какой-то уникальный интересный материал намного больше. Но, соответственно, там все на английском языке и смотреть приходится с титрами.
Это не очень удобно, потому что, читая титры, ты отвлекаешься от процесса изготовления. В итоге приходится пересматривать... Это что такое? Глупый ты человек. Это краткий список преимуществ школы Inglex, онлайн-школы для изучения английского языка. Интересно. Занятия в любое время и из любой точки мира. Теперь мы можем гулять хоть каждый день, на моем любимом поле, а преподаватели подстроятся под нас. Школа создана опытными филологами, и ей уже больше 8 лет. А это значит, что им можно смело доверять. Большое количество курсов, От общих до подготовки к экзамену и собеседованию. а также есть персональные курсы для любой профессии и деятельности. Сможешь озвучивать ролики на своем англоязычном канале самостоятельно. Глупый ты человек. Целый отдел опытных методистов работает над созданием учебных пособий. Ты хоть понимаешь, что это не бездушная платформа? Занятия проходят с живыми преподавателями по видеосвязи. Но если вам мало всех этих доводов, вы можете взять первый бесплатный урок перед началом обучения. Собственно, как я и сделаю. Поехали быстрее гулять. Ссылку нужно закопать в описании. Ну и для того, чтобы не быть голословным, я лично протестировал занятия и могу смело рекомендовать вам эту школу для изучения английского языка. А также у меня для вас отличные новости. По промокоду ТОПОР вы получите 3 бесплатные урока при первой оплате. Пользуйтесь на здоровье. Ну а теперь несколько часов шлифовки, и можно будет оценить результат. Обработку я начинаю при помощи болгарки с очень крупной наждачкой. И постепенно меняю инструмент и повышаю градацию наждачки. Поскольку шишки не самый однородный материал, на поверхности появилось много нюансов, различных углублений и кратеров. Их мы заполним финальным тонким слоем смолы. По сути, этот слой будет выполнять функцию шпатлевки. И пока шпатлевка сохнет, собираем подстолье. И именно в этот момент я понял, что столешница будет выглядеть слишком массивно относительно ножек. И решил визуально сделать столешницу полегче. Для этого я убрал нижнюю часть торца под 45 градусов. И когда с обработкой уже точно покончено, покрываю столешницу матовым лаком. Вот, собственно, и все. Пишите свое мнение в комментариях. Напомню, что я читаю все комментарии и на все комментарии отвечаю. Если не верите, это легко проверяется. Так что до встречи в комментариях. А если вы досмотрели видео до этого момента, это значит, что наш контент вам реально нравится, и у меня небольшое объявление. Наш канал номинирован на премию «Лучший DIY-блог 2019». Так что, если считаете нас достойным кандидатом, вы можете поддержать нас своим голосом. Ссылка на голосование есть в описании.